Путин просит переговоров, Си Цзиньпинь отказывается с ним разговаривать на людях, а в Украине решили узаконить английский язык. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Зеленский готов говорить с Трампом, а глава Пентагона готов поддерживать Украину и Израиль одновременно. Соединенные Штаты способны продолжать оказывать мощную поддержку Украине, а также поддерживать Израиль в трудную минуту. Армения не приехала на слет участников ОДКБ. Можно вычеркивать Ереван из организации? Армения убедилась после кризиса в Нагорном Карабахе, что рассчитывать на какую-либо поддержку России ей не приходится. В МАГАТЭ надеется усмирить Иран и убедить его вернуть наблюдателей на атомные объекты. Нам необходимо перейти к более позитивной ситуации. Я начал консультации с моими иранскими коллегами, чтобы попытаться отменить весьма прискорбное решение об исключении из списка значительного числа инспекторов. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на канал. Это очень важно, это расширяет нашу аудиторию и это видео посмотрит больше людей. Поехали! Российские медиа и так называемые военкоры пишут, что при ударе в ВСУ по селу Кумачево в Донецкой области погибла актриса и режиссер Полина Меньших, которая приехала давать концерт российским военным на оккупированной территории. Ну а тут еще и День ракетных войск. Медиа пишут, что от этого удара погибло 25 оккупантов и около сотни ранены. Официального подтверждения от украинского генштаба о нанесении удара по 810-й бригаде морской пехоты не было, но есть видео попадания по Дворцу культуры, в котором проходил концерт, есть посты в соцсетях украинских военных, да и российских военкоров, и все об этом событии, и именно о 810-й бригаде морской пехоты. На видео из зала, к слову, видно, что оккупанты оборачиваются, то есть взрыв произошел сзади них. А в сюжете РИА Новости зал целый, а сцена развалена. То есть еще одна попытка умолчать о ликвидации своих солдат и обвинить ВСУ в убийстве артиста. Кроме того, Минобороны оккупантов подтверждает попадание целой группы пропагандистов под обстрел ВСУ. Россияне говорят, правда, только об одном раненом корреспонденте России-24 Борисе Максудове. Владимир Зеленский согласился поговорить с Дональдом Трампом о его плане закончить войну, как он говорит, очень быстро. Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Вы готовы сесть с ним и обговорить? Конечно, я готов. Если у него есть очень конкретный план, он может поделиться этим планом со мной. Да, мы можем остановить войну, если отдадим России Донбасс и Крым. Я думаю, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план. Как расценят в Белом доме готовность Зеленского к переговорам с основным конкурентом Байдена на пост президента, мы посмотрим. А пока глава Пентагона заверяет в том, что США смогут поддерживать и Украину, и Израиль одновременно. По мере того, как Путин продолжает свою трагическую и ненужную войну, он вынужден искать поддержки у Ирана и Северной Кореи. Было жутко наблюдать, как 26 октября делегация Хамас во главе с одним из лидеров этой террористической группировки нагло посетила Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими чиновниками. И Украина, и Израиль сталкиваются с неумолимыми врагами, стремящимися их уничтожить. И мы видим, что Иран разжигает конфликты и в Газе, и в Украине, вооружая Хамас и Путина. Поддержка Ираном Кремля и Хамаса вредит Украине, стабильности на Ближнем Востоке и международному порядку, основанному на правилах. Это момент глобального вызова, но не стоит заблуждаться. Соединенные Штаты способны продолжать оказывать мощную поддержку Украине, а также поддерживать Израиль в трудную минуту. Глава Пентагона сделал такое заявление в рамках 17-й встречи контактной группы по вопросам помощи Украине. Призвал увеличить количество передаваемых средств противовоздушной обороны перед наступающей зимой. Россия не отказывалась от мирных переговоров, говорит Путин, выступая в формате онлайн-конференции на встрече Большой Двадцатки. Россия, как всегда, в белом в представлении Путина. Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает агрессия, продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей,
да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры. Ну, хоть войну войной назвал тут. Еще и на Большой Двадцатке выступил, на которой, к слову, в формате онлайн-конференции не было ни председателя КНР Си Цзиньпиня, ни президента США Джо Байдена. Ну, пусть китайского лидера в это время отвлекал Вячеслав Володин, который решил приехать в Пекин с визитом и делегацией. Но у Байдена официальной уважительной причины мы не нашли. В целом и американские, и китайские медиа сдержанно пишут об отказе от участия в онлайн-встрече. Главы Министерства обороны и Министерства иностранных дел Армении не полетели на встречу ОДКБ в Минск. Об этом официально сообщается на сайте ведомства, но, скорее всего, сюрпризом не стало. 22 ноября заседание Совета министров иностранных дел и Совета министров обороны, Комитета секретарей Советов безопасности Организации договора коллективной безопасности в Минске встретились уже в урезанном составе. Раньше об этом же говорил и премьер-министр Армении в разговоре с Лукашенко. Ну, то есть, стоит уже вычеркивать, может быть, Армению из ОДКБ? По сути, ОДКБ – это союз диктатур. И мне кажется, что темы, которые сегодня волнуют диктатуры постсоветского пространства, которые вошли в эту организацию, в этот геополитический союз, это в первую очередь выживаемость собственных режимов и обход санкций, которые сегодня главным образом интересуют режимы Путина и режима Лукашенко. Потому что именно через страны ОДКБ и другие страны Средней Азии сегодня массово обходятся те ограничения, которые были введены против России и Беларуси за войну в отношении Украины. Поэтому я думаю, что на самом деле, какой бы ни была официальная повестка, главным образом будут обсуждаться война в Украине и обход санкций в отношении России и Беларуси. А отход Армении от этой организации, он тоже понятен абсолютно. Армения убедилась после кризиса в Нагорном Карабахе, что рассчитывать на какую-либо поддержку России ей не приходится. МАГАТЭ предостерегает Израиль от слишком беспечных заявлений о применении ядерного оружия и, в свою очередь, надеется, что Иран вернет наблюдателей на свои ядерные объекты. Нам необходимо перейти к более позитивной ситуации. Я начал консультации с моими иранскими коллегами, чтобы попытаться отменить весьма прискорбное решение об исключении из списка значительного числа инспекторов. Я не думаю, что это было необходимо. Я не думаю, что это было совершенно неоправданно. И я надеюсь, что в ходе уважительного диалога мы отменим это. Это очень прискорбное решение. Английский язык будет обязательным в Украине. Но не для всех, а только для определенных категорий чиновников и еще ряда профессий. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, который определяет статус этого языка в украинском законодательстве и в обществе. Инициирован такой законопроект президентом. Норма о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрированием на украинском была исключена решением комитета, так что кто выступал за сохранение дубляжа, rest easy. Касается закон нескольких категорий госслужащих, глав местных администраций и их заместителей, офицеров, служащих по контракту, полицейских среднего и высшего состава нацполиции, прокуроров, таможенников и налоговиков. Экзамен для чиновников будет бесплатным, и сдавать его можно будет раз в 4 месяца.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Я жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, хочу знать все, что вы думаете и как вы относитесь к тому, что происходит в мире. На этом все. До встречи и хороших вам новостей.